Да, давно я не делал уборку дома, друзья. Давно я не делал уборку. Дома бардак, пол пыльный, все поверхности пыльные, ну, поверхность стола, поверхность пола, эта поверхность, все остальные поверхности, везде много пыли, а это значит, что нужно сделать уборку или нужно убраться. Сегодня наш влог для изучения русского будет об этом. У нас здесь есть такая вот дверь, ведущая в кладовку. И в кладовке есть куча разных полезных для уборки вещей. Давайте я вам покажу их. Так, ну, без этого убираться вообще нельзя, друзья. Так, смотрите, у нас есть разные тряпки. Вот это хорошая тряпка, чтобы вытирать пыль, да, чтобы вытирать пыль. Этой тряпкой я могу вытирать пыль. Отлично. Здесь, кстати, есть набор разных тряпок. И вот здесь есть другая такая тряпка, специальная для швабры. Для одной из этих швабр. Или для этой, или для этой. Предполагаю, что для этой. Отлично. Вообще здесь есть еще пылесос. Вот это пылесос. Может быть, он даже моющий. Но я не уверен. Не знаю. Но, честно говоря, использовать какие-то старые пылесосы, посмотрите, сколько там пыли и грязи внутри. Мне стрёмно. Мне стрёмно, мне неприятно использовать такие вот старые пылесосы, потому что мне кажется, что, ну, не знаю, может быть, его можно промыть и использовать, но, честно говоря, я не вижу смысла пылесосить. Да, пылесосить. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь в квартире есть. У нас здесь пол, мы его называем кафель, потому что кафельная плитка. Ну, по сути, это керамика, но мы говорим кафель. Не знаю. Короче, вы можете сказать, здесь у нас кафель, а здесь ламинат. Ламинат, кафель. Или здесь плитка, здесь ламинат. Или здесь у нас, ну, обычно, да, мы говорим кафель, плитка, кафельная плитка, керамическая плитка. Это так, материал называется керамическая плитка, но мы так почему-то не говорим в жизни. Мы говорим просто плитка или кафель. А вот здесь такой интересный стык. Посмотрите, стык. Стык между ламинатом и кафелем. И вот сюда, конечно, забивается огромное количество грязи, да, как бы вот забивается. Такая идея, посмотрите, да. Но это съемная квартира, поэтому, конечно, я не буду вычищать все оттуда, из этих щелей, да, вот здесь, посмотрите, это здесь пространство, это называется щель. Из этих щелей я не буду вычищать ничего. В общем, пылесосить нечего. Ламинат проще помыть, плитку проще помыть, а вот этот маленький ковер мы просто не будем вообще трогать. Может быть, потом на улице я его просто потрясу. Или лучше сказать, вытрясу. Да? Вычистить означает убрать пыль. И вытрясти означает трясти ковер так, чтобы вытрясти. Как бы «вы» здесь означает out, да? Вытрясти пыль. Вот. И в целом вымыть пол означает сделать так, чтобы убрать грязь. Опять же, да, вымыть, вычистить. Можно вытереть стол, да, вытереть. Опять же, сделать так, чтобы он стал чистым. Но сейчас мы об этих словах поговорим поподробнее. Здесь есть все необходимое, чтобы помыть пол. Помыть – совершенный вид глагола. Когда ты хочешь
что-то сделать, ну, например, помыть пол или приготовить еду или еще что-то, мы используем глагол совершенного вида. Я собираюсь помыть пол. Я хочу помыть пол. Мне нужно помыть пол. Нужно мыть пол каждую неделю, чтобы было чисто. А лучше чаще. Но мы делаем уборку, такую, как бы, моя мама говорила, генеральную уборку. Генеральная уборка. Интересно. Ну, можно сказать просто полную уборку. Да, наверное, я бы так сказал. В общем, мы делаем уборку каждый месяц. Каждый месяц... Простите, каждую неделю. Каждую неделю нужно мыть пол. Да, мыть пол. Что нам нужно, чтобы мыть пол? Ну, во-первых, нам... Так, ну, это, кстати, веник. Это веник, и он нужен не для того, чтобы мыть пол. Он нужен, чтобы подметать, да? Подметать или подмести пол. То есть собрать пыль. Но, честно говоря, в данном случае это абсолютно бесполезно. Не вижу смысла подметать пол. Проще сразу его мыть. А мыть мы его будем вот такой шваброй. Вот эта швабра для того, чтобы мыть пол. И здесь ведро с водой. Но, честно говоря, я ведро с водой поставлю туда, в ванную, чтобы было удобнее. Смотрите, я здесь нашел еще вот такую олдскульную швабру. Я так полагаю, что сюда просто ты кладешь тряпку, и, ну, то есть большую тряпку, чтобы мыть пол, и уже моешь пол с помощью этой тряпки. Ну, честно говоря, мне удобнее и привычнее мыть пол с помощью вот такой более современной тряпки. Я думаю, что я буду сначала мыть пол, снимать тряпку каждый раз, ее мыть, убирать грязь и мыть снова. Может быть, это не самое эффективное, не самое, как сказать... В общем, мне так нравится, мне так делать нравится. Следующий этап – это вытереть пыль. Вытереть. Сначала, ну, во-первых, я беру вот такую тряпку. Это тряпка, чтобы вытирать пыль. Или мы говорим еще тряпка для пыли. Нужно ее намочить. Теперь нужно ее отжать. О, все, я удалил лишнюю воду. Я отжал тряпку. И теперь можно вытирать пыль. Так, мы можем вытереть пыль вот здесь на столешнице. Это столешница. Мы вытираем здесь пыль. Все, супер. Теперь мы вытираем пыль здесь, на подоконнике. Так, отлично. Ну и заодно вытираем пыль вот здесь с окон. Вот здесь, в этих местах, тоже скапливается пыль. Поэтому мы ее вытираем. Окна мыть я не буду. Они пока, ну, они достаточно чистые. Не буду это делать сейчас. Все, оп, чисто. Кстати, еще одна вещь, которую мы можем сделать, это вынести мусор. Вынести мусор. Опять же, то есть идея удалить что-то. Вымыть означает удалить грязь, убрать грязь. Вынести мусор означает вынести, удалить, убрать мусор. Да? Мы говорим либо вынести мусор, или еще мы говорим выкинуть мусор. Вынести мусор или выкинуть мусор. Пойду выкину мусор.
Смотрите, какая грязная раковина. Вот эта раковина, и она очень-очень грязная. Ее нужно помыть. А вообще, если у нас, видите, такая вот заметная грязь, то мы можем сказать помыть или мы можем сказать почистить. Да? Есть глагол чистить. И чистить что-то, например, чистить зубы, означает удалять грязь. То есть, когда мы что-то чистим, мы удаляем большое количество грязи. То есть мы не говорим чистить пол, потому что чистить пол было бы, не знаю, удалять какую-то грязь, вот прям, не знаю, щеткой, прям вот что-то такое делать. Мы так не говорим. Мы говорим вымыть пол, мыть пол, помыть пол. Но в данном случае мы можем сказать, что нам нужно почистить эту раковину, потому что она грязная. Мы можем взять губку, можем взять специальное моющее средство. Наверняка у меня есть что-то. А вот, смотрите, у меня есть средство, чтобы чистить, например, плиту. Да, она, видите, удаляет жир и нагар. Если вам интересно, что такое нагар, то я вам могу показать. Вот наша плита. Жира здесь немного. Ну, короче, нагар – это, это все то, что, не знаю, видно ли вам, это все то, что нагорело. Да, все то, что нагорело. Вот, друзья, это нагар. Видите, это грязь, в общем, это жир, остатки еды, которые как бы пригорели или нагорели под действием температуры. В общем, вот все превратилось в такое. Конечно, нужно помыть, или мы можем сказать почистить плиту. Фух, здесь много пятен, друзья. Пятна. Посмотрите, вот здесь пятно, надеюсь, вам видно. И вот здесь тоже есть пятно. Это пятно и вот это пятно. Иногда пятно нельзя просто вот так вот... Хорошо, это можно. Но все равно приходится тереть. Посмотрите, да, приходится тереть. Тереть. Вот я сейчас тру и оттираю пятна. Некоторые пятна оттерлись сразу, а некоторые пятна приходится тереть долго, чтобы оттереть. Да? Глагол «тереть» – вот, я тру. Если я пытаюсь удалить что-то, то я оттираю. Я оттираю грязь или я оттираю это пятно, то есть я его удаляю. Видите, мне приходится делать много таких вот движений, мне приходится тереть. Ну все, отлично, что я оттер все пятна. Теперь можно оттереть грязь с микроволновки. Да? Я могу сказать, можно помыть микроволновку, да? Можно... Почистить микроволновку, опять же, чистить это, если ты берешь, например, губку вот такую вот этой частью, и ты сюда наносишь специальное средство и начинаешь оттирать, то вот этот процесс я бы назвал очистить. Но здесь прям нечего очищать. Очищать мне придется жир с плиты. Жир и пятна с плиты мне точно придется очищать. Вот это то, что нужно будет делать. А здесь все на самом деле проще, потому что здесь достаточно помыть и все. Так, что нам нужно сделать в этой комнате? Это спальня, она же офис, она же, спальня и офис, потому что здесь находится мое рабочее место. Здесь я записываю
наши подкасты. Кстати, друзья, слушайте наш подкаст, а еще лучше присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Там и премиальные выпуски, и куча дополнительных материалов, включая транскрипции для практики, и новые лексики, и говорения, и так далее. Вот у меня тут тоже, смотрите, книги для изучения иностранных языков. Итак, что здесь? Смотрите, здесь поверхность ноутбука очень пыльная. Очень пыльная. Очень много пыли здесь. Можем сказать, мое рабочее место пыльное. Да? Здесь пыльно. Пыльно. Реально. И вообще в комнате пыльно. Нужно сделать влажную уборку. Когда мы говорим «влажная уборка», мы имеем в виду уборку с водой. Да? Спасибо, Кэп. То есть вымыть пол, вытереть пыль – это все влажная уборка. Вот необходимо сделать влажную уборку. Необходимо вытереть здесь везде пыль. И еще одна важная вещь, которую нужно сделать, нужно обязательно заправить кровать. Потому что посмотрите, какой бардак. Кровать не заправлена или постель не заправлена. Нужно заправить постель. Нужно заправить кровать. Фух. Да уж, несколько часов заняла уборка, друзья. Несколько часов заняла уборка. В Испании, когда мы жили, у нас был робот-пылесос. Такая круглая маленькая штука, которая убирала пол. И это просто фантастическая вещь. Когда мы в следующий раз будем жить где-то достаточно долго, то я думаю, что мы снова купим робот-пылесос, потому что это вот такая вещь. Но пока приходится убираться вручную, ничего страшного. Да, несколько часов. Обычно, чтобы не терять это время, потому что, будем честны, уборка — это скучное дело. Обычно я слушаю подкасты. Я слушаю подкасты, либо изучаю иностранный язык, либо я слушаю просто что-то интересное. Редко аудиокниги, потому что для книг нужна большая концентрация. Но просто подкасты какие-то можно слушать вообще спокойно. Я вам это тоже рекомендую делать. Кстати, а что вы делаете, когда убираетесь? Может быть, у вас включен телевизор, и вы смотрите телевизор. Может быть, вы слушаете подкасты. Может быть, вы слушаете музыку. Расскажите. И до встречи в следующем уроке русского языка с Максом. Пока. Чистый воздух. Хорошо.